Привет всем! Вы на канале Пульс Земли. Ежедневный обзор событий и катаклизмов на Земле. Итак, события за 15 февраля. Поехали! Шторм, сопровождаемый сильным градом, обрушился на город Жуанвиль, расположенный на севере бразильского штата Санта-Катарина. Размеры градин достигали 6 сантиметров в диаметре. Многие местные жители поделились фото и видео буйства стихии. В результате 20-минутного града было повреждено много автомобилей, навесов и домов местных жителей. По сообщениям местных СМИ, это событие произошло в 14 часов по местному времени. Примечательно, что град выпал не во всем городе. В некоторых районах была ясная погода. В основном стихия затронула южную, центральную и северную зоны города. Помимо крупного града, был отмечен ветер с порывами до 22 метров в секунду, в результате которого было повалено несколько деревьев. Жертв и пострадавших среди местного населения не отмечено, не считая нанесенного материального ущерба. На данный момент ведутся работы по восстановлению инфраструктуры. Проливные дожди, обрушившиеся на район Алас округа Сумбава, вызвали внезапные наводнения. Сообщалось, что 6 сел Аласского подрайона были затоплены сильным паводком. По предварительной оценке пострадало 700 семей, разрушены десятки домов, а также 4 моста и несколько участков дорог. Уровень паводка доходит до отметки 1,5 метра. Власти уже объявили чрезвычайное положение, а также желтый погодный уровень опасности, который продлится как минимум до пятницы. В пострадавших районах проводится эвакуация населения. Оценку нанесенных стихией повреждений на данный момент произвести невозможно. Многие районы отрезаны высокой водой, и доступа к ним практически нет. Жертв среди населения нет, но 3 человека числятся пропавшими без вести. Сильная метель и снегопад обрушились на Казахстан. Во власти непогоды центральные, северные, а также восточные регионы страны. Усугубляет картину сильный ветер с порывами до 28 метров в секунду. В Нур-Султане из-за непогоды отложили почти 2 десятка рейсов. Видимость на дорогах нулевая. Закрыты некоторые участки республиканских и областных трасс. Заторы из тысяч машин, а выехавшие автомобили застревают в сугробах. За сутки спасатели эвакуировали с дорог 260 человек. Люди сейчас находятся в пунктах обогрева. В работах по очистке снега по городу задействовано более 1000 единиц спецтехники и свыше 1500 дорожных рабочих. В районах Жамбылской области, Павлодарской и большей части Восточно-Казахстанской областях ожидаются туман и гололед, а также усиление ветра до 28 метров в секунду. Мурманск накрыла мощная метель. Порывы ветра достигают там 23 метров в секунду. Видимость на дорогах практически нулевая. Для движения закрыт участок трассы в Териберку. Десятки машин там увязли в снегу. Водители ждут помощи спасателей. Настоящий коллапс в аэропорту Мурманска. Там задерживают рейсы. 4 самолета, которые летели из Москвы и Петербурга, ушли на запасные аэродромы. С перебоями ходят междугородние автобусы. В городе запрещено движение большегрузов. Власти просят водителей не пользоваться автомобилями и не парковать их вдоль дорог. Школьников переводят на дистанционное обучение. Мощный циклон принес метель и шквалистый ветер в Приморье. Во Владивостоке отменили внутренние авиарейсы, с перебоями ходят междугородние автобусы. Без света остались сотни жителей. По сообщениям местных СМИ, более 30 домов были обесточены. В ночь на среду во Владивостоке продолжит идти снег, сохранится метель при очень сильном ветре до 25 метров в секунду. Комитет по чрезвычайным ситуациям Гондураса сообщил, что несколько городов в департаментах Атлантида и Кортез были затоплены из-за сильных дождей, которые прошли в ночь на 15 февраля. По сообщениям местных СМИ с севера Гондураса, целые общины в Йора, Кортесе и Атлантиде страдают от прохождения холодного фронта через территорию страны. Сильные дожди спровоцировали сход оползней в некоторых районах, а также разрушение дорог. С этого понедельника в 3 департаментах страны был объявлен желтый уровень погодной опасности. В результате разлива рек пожарная служба эвакуировала более 300 жителей, проживающих в северной зоне. Уровень паводка в некоторых районах сохраняется довольно высоким от 50 см до 1,5 метров. В результате буйства стихии жертв среди местного населения не отмечено. Странное событие произошло в городе Ушуая, который находится на юге Аргентины.
К удивлению местных жителей, там выбросилось более 40 дельфинов. По сообщению местных жителей, больше всего привлекло их внимание эта странная реакция животных. Создавалось такое впечатление, что они были дезориентированы. Некоторые особи даже пытались выброситься на берег, люди рискнули и попытались столкнуть их обратно в воду. Фото и видео этого происшествия очевидцы поделились в социальных сетях. Персонал военно-морской префектуры развернул операцию по перенаправлению дельфинов обратно в открытые воды. Точная причина происшествия пока неизвестна. Предполагается, что дельфины могли уплывать от хищника или были дезориентированы. Напомним, Ушуая – это самый южный город Земли, расположенный в Патагонии на самом краю Южной Америки, в аргентинской части острова Огненная Земля. Город Кабан, административный центр департамента Альта-Верапаз в Гватемале, столкнулся с сильными дождями, которые стали причиной локальных наводнений во многих районах. Как отметили местные СМИ, за 6 часов на город обрушилось 80 мм осадков. В результате разгула стихии погиб, по меньшей мере, 1 человек, 2 детей числятся пропавшими без вести. Из опасных районов вывезено 326 жителей, сейчас там работают восстановительные бригады и оценивается принесенный наводнением ущерб. Местные власти объявили оранжевый предпоследний уровень опасности. В регион направлена гуманитарная помощь. В прошлом году в Гватемале из-за дождей и наводнений погибло около 30 человек, несколько сотен тысяч пострадали. По прогнозам, в ближайшие дни осадки в регионе продолжатся, но дожди будут не столь интенсивные. В департаменте Альто-Парана в Парагвае было отмечено несколько пылевых торнадо. Вообще поступали сообщения о прохождении 3 пылевых торнадо в разных районах департамента, но успели зафиксировать только 2 из них. По сообщениям местных СМИ, жертв и пострадавших после их буйства не отмечено, как в принципе не отмечено и повреждений. Один из пылевых смерчей был довольно крупных размеров. До 2019 года в Парагвае торнадо наблюдали максимум 1 раз в год. Уже только в 2022 году было отмечено 4 пылевых смерча. Серия штормов в бразильских штатах Минас-Жерайс и Рио-де-Жанейро вызвала наводнения, в результате которых пострадали более 15 тысяч человек и сотни остались без крова. Наиболее серьезно пострадал северо-запад штата Рио-де-Жанейро, где сильные дожди вызвали наводнения и оползни. Из пострадавших районов эвакуированы 1400 человек. Местные власти объявили чрезвычайное положение. В соседнем муниципалитете Лажи-ду-Муриае, вышедшая из берегов река, вызвала масштабное наводнение. Уровень воды в реке поднялся до 6 метров 46 сантиметров, существенно превысив показатель, который ранее составлял 5 метров 60 сантиметров, свидетельствующий о высоком паводке. Около 500 человек были перемещены. Всего бедствие затронуло около 900 человек. О чрезвычайном положении также объявили муниципалитеты Санто-Антониу-да-Падуа, Итальва и Итаакара. Мегазасуха, иссушившая юго-запад США и часть Мексики за последние 2 десятилетия, является самой сильной за последние 1200 лет, заявили исследователи. Они считают, что такая сложившаяся обстановка была вызвана деятельностью человека и объясняет более 40% интенсивности засухи. В последние десятилетия Калифорния и другие западные штаты испытывают острую нехватку воды, что приводит к периодическим ограничениям на ее использование и вынуждает некоторые общины импортировать бутилированную воду для питья. Периодические обильные снегопады и дожди не смогли компенсировать этот дефицит. Прошлый год был особенно засушливым. По состоянию на 15 февраля на 95% западной части США наблюдались условия засухи, согласно данным монитора правительства США. 4 дня интенсивных дождей в африканском городе Салема, в департаменте Малави, привели к серьезным наводнениям. Затоплены оказались практически все районы города. Пострадали дома и магазины местных жителей. Разрушена была дорога Камузу, которая является основным связующим деловой зоной Салимы и Кафатенга. Сильные дожди, которые стали причиной таких наводнений, убили по меньшей мере 4 человек в Малави, а также вызвали перебои в подаче электроэнергии. В Малави еще не успели восстановиться от тропического шторма Анна, который забрал жизни как минимум 30 человек, как снова начались сильные осадки. В большинстве районов возникли проблемы с подачей электричества, восстановлением которого занимаются уже 2-й день. Во всех школах на юге Малави приостановлены занятия. За сутки на Земле произошло 115 землетрясений с магнитудой от 2,0 до 5,7.
Землетрясения с магнитудой равной 5 или более произошли в 6 странах, в каких именно вы можете увидеть на своих экранах. Ну и по традиции минутка позитива на канале. Тропический парк Нонг-Нуч – это 240 гектаров ботанических садов, расположенных вблизи курортного города Паттайя. Ежедневно парк Нонг-Нуч посещают около 2000 человек. История парка началась в 1954 году, когда Нангнуч Тансача приобрела участок земли для фруктовой плантации. Однако после поездки в Европу и любования зарубежными садами, она решила превратить свои земли в тропические сады с декоративными растениями. Так появился тропический парк, состоящий из разных тематических зон. Ныне сад Мадам Нонг-Нуч в Паттайе является излюбленным местом отдыха не только местных жителей, но и многочисленных туристов, приезжающих в Паттайю со всех уголков планеты. Здесь произрастают 1100 видов пальм из 2600 существующих в мире. В ближайшие годы число видов пальм в парке планируется увеличить до 2000. Спасибо вам за просмотр выпуска. Спасибо за внимание. До завтра.